Пресс-атташе Путина сболтнул лишнего, у России появился еще один неприятель. Будущий премьер Венгрии заявил о переговорах с Путиным и рассказал о своей позиции по Украине. Есть хорошая новость и не очень. Иранский режим испугался угроз Трампа. Как на деле власти Исламской Республики отреагировали на объявление блокады? Все гадали, в Ростове или в Москве пропавший соратник Орбана нашелся. Озвучены неожиданные подробности. Что стало с лицом режима? Иранский Коношенков заговорил женским голосом. Российские чиновники пошли против политики Кремля, причем практически в открытую. Об этих и других событиях к утру вторника, 14 апреля. Все, что важно знать сегодня. Нехта. Оперативные новости дня. Сокрушительный проигрыш Виктора Орбана на выборах вызвал болезненную реакцию в Москве. В Кремле не смогли сдержать эмоций. Мы недружественным странам поздравления не отправляем, а Венгрия недружественная страна, она поддерживает санкции против нас. Такое заявление Дмитрий Песков сделал в отдельном комментарии блогеру Юнашеву. Хотя во время официального ежедневного брифинга пресс-секретарь Путина был более сдержан. Венгрия сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору. Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии. Остается непонятным, либо Песков получил взбучку за такую дипломатичную формулировку, либо Песков сболтнул лишнего Юнашеву. Какая версия вам кажется более правдоподобной? Делитесь мнениями. Не менее болезненным результат выборов в Венгрии стал для Дональда Трампа. Президент США демонстративно прервал общение с прессой после вопроса о поражении Виктора Орбана. Вопрос прозвучал, а вот ответа не последовало. Трамп вдруг поблагодарил журналистов, развернулся и ушел к самолету. А ведь команда Белого дома многое сделала для поддержки венгерского союзника. Были и видеообращения Трампа, и разговор по телефону в прямом эфире, и визит Джей Ди Венса, но ничего не помогло. Тем временем в соцсетях появилось немало язвительных предложений со стороны европейских либеральных политиков и публицистов с предложением к вице-президенту США продолжать в том же духе и совершить еще ряд визитов во Францию, Германию, Польшу, чтобы также помочь и тамошним крайне правым. Пока Москва записывает Венгрию в недружественные страны, лидер победившей партии ТИСа выразил готовность сесть за стол переговоров с Путиным. Наша энергетическая зависимость тоже никуда не денется еще какое-то время. Диверсификацию нужно усиливать, но это не делается за одну ночь. Если потребуется, будем вести переговоры, но друзьями не станем. Но первым делом Петр Мадьяр планирует восстановить нормальные отношения с ЕС. Первые визиты уже распланированы. Сначала Варшава, потом Вена, следом Брюссель. Киев уже передал сигнал Будапешту о желании организовать встречу на высшем уровне. Об этом заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига. Если говорить глобально, это снятие блока Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 миллиардов кредита, и формальное открытие кластеров. Слова и дела режима Аятол опять разошлись, пока официальные лица Исламской Республики и его пропаганда изрыгали очередные угрозы и насмешки в адрес США. В ответ на объявление блокады кто-то из высоких начальников в Тегеране дал приказ побыстрее вывозить нефть. 2 судна, связанные с Исламской Республикой, успели выйти из Персидского залива через Ормузский пролив до его закрытия со стороны вооруженных сил США. По данным специализированных ресурсов, один корабль везет иранские нефтепродукты, второй – дизель. Стратегически блокирование Ормузского пролива дало бы президенту Трампу лучшие козыри в переговорах с Ираном, поскольку это полностью лишило бы Иран возможности экспортировать нефть в остальной мир. Следовательно, это также лишило бы Иран доходов, основанных на нефти. Похоже, руководство Ирана оценивает перспективу так же серьезно, как некоторые западные эксперты.
Правда, эта ситуация бьет и по потребителям во всем мире. Нефть ставит очередные рекорды. Если фьючерсы на марку Brent взлетели только до $102 за баррель, то цены на физическую нефть в Европе взлетели до максимумов. По данным Reuters, сорт Fortis подскочил почти до $150 за бочку, а это выше пиков 2008 года. Украинские дроны появились в Волгоградской области. Они атаковали промышленную зону в городе Череповец. По данным местных властей, сюда прорвались как минимум 3 БПЛА. Официально они были сбиты, но жители сообщают о прямых попаданиях и взрывах. Двоих не сбили, в завод попали, в аммиак. Я чешу отсюда. Мне моя жизнь дороже. Под ударом, вероятно, оказался химический завод «Апатит». Это один из крупнейших производителей удобрений в Европе. Он выпускает фосфорную и серную кислоту, компоненты, которые могут использоваться и в военной промышленности. Куда пропал Петер Сиярто? Ответ на этот вопрос, будоражащий СМИ уже по всему миру, дал победитель венгерских выборов. Петер Мадьярс считает, что соратник Орбана и большой друг Москвы сейчас занят важным делом, сидит в Министерстве иностранных дел и руководит заметанием следов. Мы знаем, что его люди уничтожают документы так же, как в старые коммунистические времена. Шредеры работают на полную не только в министерствах, но и в других институтах. Но это им не поможет. Речь идет о материалах, связанных с санкционной политикой против Российской Федерации, теме, где у команды Виктора Орбана давно была особая позиция внутри ЕС. Иранский Коношенков заговорил женским голосом. И нет, это не наш монтаж. Очередные выпады в адрес США и Израиля в этот раз зачитывал нехорошо знакомый вам представитель Центрального штаба Корпуса стражей Исламской революции Ибрахим Зольфакари, одна из ведущих государственного телевидения Исламской Республики. Представитель Центрального командования сил Хатам Аль-Анбия выступил со следующим заявлением в ответ на новые угрозы со стороны агрессора Америки в адрес нашей страны и морской безопасности судов в международных водах. Блокада Ормузского пролива, которую накануне провозгласили американские военные, в этом заявлении названа преступным ограничением, незаконным актом и примером пиратства. Свою блокаду этой международной транспортной артерии в Тегеране такими терминами не описывали. Но интереснее всего, куда же делся сам Зольфакари? Неужели израильские удары достали и его? Как думаете, делитесь версиями. Одна из главных задач операции против режима Айтол не достигнута. Иран все-таки может делать ядерное оружие. К таким выводам приходит The Wall Street Journal. По данным издания, удары США и Израиля не уничтожили ядерную программу Исламской Республики. Да, часть объектов разрушена, но ключевые элементы могли уцелеть, включая подземные мощности и центрифуги. Самое важное – запасы обогащенного урана. У Ирана его остается более 400 килограмм, а это уже почти готовая база для создания бомб. И часть этого урана спрятана глубоко под землей. Недавно помогал преследовать оппозицию, теперь в эти сети попал сам. В Кыргызстане новый виток чисток. Очередь дошла до бывшего замглавы Государственного комитета национальной безопасности. Как узнала Радио Свобода, Даниил Рысалиев задержан. По данным изданиям, бывшего топ-силовика взяли в Иссык-Кульской области. Рысалиев еще недавно был на ключевой позиции. В декабре прошлого года он возглавил Центр кибербезопасности при ГКНБ, но уже в феврале лишился должности после отставки своего шефа Камчебека Ташиева. Как мы рассказывали, самого могущественного силовика вдруг не взлюбил президент страны Садыр Жапаров, которому тот долгое время помогал бороться с оппонентами. После того, как Ташиев лишился должности, его люди стали массово терять должности, а часть из них и свободу.
Пока в Кыргызстане продолжают закручивать гайки, Венгрия начинает стремительный возврат к демократии. Петер Мадьяр заявил, что перепишет конституцию страны. После 16-летнего правления Орбана победители хотят исключить повторение такого в будущем. Главное – ограничить срок премьера 2 сроками. Это максимум 8 лет. Мадьяр говорит прямо: нужно не допустить вечного правления одного человека. У него есть для этого политический ресурс после победы партии ТИСа. Но есть нюанс. Пока не ясно, будет ли запрет распространяться только на подряд идущие сроки или вообще на любое возвращение к власти. Кроме того, победитель заявил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита от Евросоюза. В то же время Петер Мадьяр высказался против быстрого вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, страна в состоянии войны не может попасть в ЕС по ускоренной схеме. Киев, как он утверждает, должен пройти полный переговорный процесс. В то же время лидер партии ТИСа подчеркнул: никто не имеет права диктовать украинцам, как заканчивать войну. Пока Роскомнадзор ведет войну с интернетом и вводит все новые ограничения для граждан, чиновники начали массово закупать VPN. Целый ряд регионов страны объявил тендеры на закупку сервисов, которые помогают обходить запреты московских цензоров. Как проанализировал ШОТ, местные правительства готовы потратить на удовольствие быть проинформированным около 300 миллионов рублей. Бюджетных, конечно же. Требования серьезные: скорость не ниже 100 мегабит в секунду. Проще говоря, быстрый и стабильный обход запретов. Но если уж путинская вертикаль тихо игнорирует решение центра и ищет выход из этой ситуации, то гражданам сам Бог велел. Как армия Путина воспользовалась перемирием и какой населенный пункт захватила? Кому из мировых лидеров объявил войну Дональд Трамп? Куда запускает ракеты Украина, кроме как по России? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.